Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Пока Дилан очень сердито распаковывает свой чемодан, к нему подходит Бэрон и пытается поговорить. Когда Дилан говорит громко, а Бэрон говорит: «Ты такой злой», когда Дилан продолжает вести себя, он хватает его и просит посмотреть мне в глаза. Ясмин и Харун пришли съесть десерт, но тоже пытаются спрятаться. Когда Бэрон говорит Дилану, что ему очень жаль, и говорит, что понимает тебя, Дилан кричит: «Почему я всегда приношу жертвы?» Бэрон тоже злится и говорит: «Думаешь, мне это нравится? Я работаю день и ночь, чтобы найти этого человека, поэтому всем следует быть немного терпеливее». Когда Дилан говорит, что такого не может быть, должен быть баланс, Бэрон злится и спрашивает: «Чего вы ожидаете от меня? Должен ли я сложить руки и смотреть, как страдает моя семья?» Затем он говорит, что никто не покинет этот особняк, пока я не скажу. Пока Гуль думает о своем разговоре с Фератом, приходит госпожа Кадер и говорит, что в особняке нет покоя. Пока госпожа Кадер рассказывает о том, какими плохими были дни и когда была убита госпожа Эйтон, повсюду были враги, Баран слышит, о чем они говорят, когда приходит на кухню за водой. Госпожа Кадер дает Барану воды и говорит: «Прости, сынок, я просто немного расстроена». Дилан Джавахир звонит ему и сообщает, что он не может пойти. Когда Джавахир спрашивает причину, а Дилан называет это личными причинами, Джавахир предупреждает Дилана, как будто показывая ему палку из-под плаща. Пока жители особняка сидят в гостиной, Баран проходит в кабинет, и в этот момент госпожа Азади зовет Барана. Затем, когда они говорят о том, не приедет ли вождь племени на свадьбу племени, Баран говорит: «Нет, бабушка, если я скажу нет», и господин Кудрет и Ферат его поддерживают. В то время Джихан злился на своих друзей, которые смеялись над ним в школе, и сказал Барану: «Достаточно». Они звонят Гану Кудрету и Ферату Джихану, чтобы успокоить их. Ясмин и Харун заказывают десерты и пробуют их. Когда Ясмин начинает рассказывать больше подробностей, они снова мило спорят, а Харун говорит: «Я не знаю подробностей, это хорошо, просто делайте заметки». Пока Баран находится в своем кабинете и думает о беспокойстве Дилана и Джихана по поводу охранников, к нему приходит Дилан. Когда Бэрон спрашивает: «Почему ты пришел?», Дилан отвечает: «Мне было любопытно, почему я пришел». Бэрон говорит: «Я сижу здесь, ты можешь идти». Дилан говорит, что «Я не пойду, смотри, тот, кто это сделал, достигает своей цели, мы не можем пойти на племенную свадьбу, мы не можем поехать в Пари, мы заперты в особняке, мы даем ему то, что он хочет». Кудрет советует на прощание Джихану, что нам нужно поддержать твоего брата, мы усложняем ему работу, ругая его подобным образом. В этот момент внимание Джихана привлекает Хасан, и они немного смеются. Когда Бэрон говорит, что ты бы сделал то же самое, если бы был на моем месте, Бэрон говорит: «Да, я всегда хочу любить тебя больше, чем ты сам». После того, как Дилан говорит, что мы делаем жизнь невыносимой только для того, чтобы заботиться друг о друге, он выходит из комнаты, говоря: «Ты можешь остаться, а я уйду». Когда Ферат говорит Гулю в саду, что мы совсем справимся, Гуль спотыкается и прерывает слова Ферата. А он отвечает: «Я не знал, что тебе будет некомфортно, если Ферат будет горничной». Ферат говорит, что мы знали, что столкнемся с этими неприятностями, но если вы сделаете это при первой неприятности, этого не произойдет, я здесь и никуда не пойду. Джавахиру нравится говорить с Шаиром о том, как распались отношения Дилана и Барана. Потом говорят о том, чтобы не сидеть сложа руки, давайте приведем в действие другой план. Пока Баран задумался в саду, к нему приходит дядя Ахмед и спрашивает, почему он задумался. «Дядя Ахмед, если ты так будешь беспокоить Барана, они оба расстроятся, а ты устанешь, он тебя успокоит, посоветовав немного расслабиться». Госпожа Сабиха приехала навестить Дилан, я слышал, что она не может поехать в Париж, поэтому я приехал. Дилан говорит: «Нет ничего важнее, чем Баран или мы. Что меня огорчает, так это то, что он забывает себя, чтобы навредить нам». Пока Гуль работает на кухне, госпожа Азади приходит с заявлением о разводе и просит Гуля его подписать. Он говорит: «Если ты не подпишешь его из злости, я сделаю для тебя мир несчастным».
Когда госпожа Кадер приходит и говорит Гулю слова поддержки, Гуль обнимает мать и плачет. Пока Баран находится в кабинете, приходит господин Кудрет, Ферат и Джихан. Господин Кудрет спрашивает: «С тобой все в порядке, сынок?» И Ферат отвечает, что даже если он плохой, ты все равно так не скажешь. Затем Джихан извиняется перед Бараном, говоря, что совершил ошибку. Когда Джихан и Ферат рассказывают Барану, какой он бесстрашный, Баран говорит, что у меня тоже есть страхи. Брат Джихан: Ферат прав, вы боитесь только того, что нам причинят вред, но Ферат выражает свою поддержку и выходит из комнаты, говоря: «Я всегда с тобой». Госпожа Сабиха уезжает из Дилана, чтобы навестить Барана. Дилан видит грустно сидящую Гуль и идет к ней. Господин Кудрет рассказывает Джихану и Барану, что им пришлось очень трудно, когда кровная месть продолжалась. Затем господин Кудрет говорит: «Вам и Дилану надо отдать должное, благодаря вам в этом особняке снова взошло солнце». Тем временем Гану Кудрету звонят и спрашивают: здание, в котором расположена таверна, принадлежит семье Шаара, не это ли человек похитил Дилана? Беран: они думают, что здесь слишком много совпадений. Гуль рассказывает Дилану о своих проблемах с Фератом. Когда Гуль говорит, что любить тяжело, Дилан советует, что любить тяжело для всех, и не думайте так. После этого они благодарят друг друга за то, что были партнерами в их бедах. Дилан улыбается и спрашивает: «Теперь мы сестры?» И Гуль обнимает ее. Сабихе предложили чай, и Хасан увидел это, подошел к ней и сказал: «Позволь мне подать тебе кофе в саду». Госпожа Сабиха говорит: «Спасибо, я пью чай и жду Барана». Хасан смотрит на него и уходит, чтобы в другой раз предложить кофе. Госпожа Сабиха говорит, что с этим мужчиной что-то случилось, должно быть, он пережил кризис среднего возраста. Ферат видит на кухне заявление о разводе, и пока он его рассматривает, приходит Гуль. Ферат разрывает петицию на части и говорит: «Я не откажусь от тебя, ты увидишь, когда я этого не сделаю», и в гневе уходит. Госпожа Сабиха рассказывает о плохих воспоминаниях, которые у нее были с Диланом, и говорит, что она так сильно любит Барана, что даже приставила нож к моему горлу. Однажды ночью, после того, как он тебя застрелил, он пробрался в мой дом и приставил нож к моему горлу, и он действительно собирался это сделать. Но твоя любовь настолько сильна, что я верю, что ты преодолеешь это и уйдешь. Когда Джавахир звонит Шаиру и спрашивает, все ли идет по плану, Шаир говорит: именно это, босс. Джевдет и Цеврии задаются вопросом о поле своего ребенка и болтают об этом. Пока Дилан сидит на своей кровати, подходит Беран, хватает его за руку, поднимает и обнимает Дилана. Когда вы спрашиваете Барана, что произошло, Баран опирается своими воспоминаниями на воспоминания Дилана, говоря: «Я скучаю по тебе, даже если меня не будет на мгновение, я скучаю по тебе, я заставлю тебя забыть все плохие воспоминания, которые у тебя были, я обещать. ». Когда Ясмин говорит, что нам нужно сделать это снова, Харун отвечает: «Нет, нет, с меня хватит». Когда взгляд Ясмин ловит воротник Харуна, она поправляет его, и Харуну нравится такая близость. Пока люди в особняке болтают в гостиной, Дилан и Беран приходят одетые и одетые. Баран произносит речь, говоря: «Возможно, я немного утомил и расстроил вас из-за того, через что нам пришлось пройти какое-то время, но мы покажем всем, насколько сильны Карабеи». Когда он говорит, что по-прежнему будет осторожен, господин Кудрет говорит: «Я полностью доверяю тебе, сын мой». Когда Джихан сказал: «Тогда давай сфотографируемся», Баран Дилан прошептал: «После свадьбы мы поедем в Париж, моя жена будет присутствовать на этом семинаре, я купил нам билеты». Когда Харун покидает Ясмин, Ясмин замечает, что он зачарованно наблюдает за ней. Пока Карабеи собираются покинуть особняк, раздается звонок в дверь и приходит полиция и говорит, что на вас есть заявление, вам нужно поехать с нами в отделение полиции. Все в недоумении по поводу произошедшего. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.